Сегодня была поставлена жирная точка в деле о трагической гибели второго мужа Лайма Вайкуле, латвийского танцора Римаса. Была установлена точная картина трагедии, найден преступник и были выяснены новые обстоятельства в этом деле. Сама Лайма Вайкуле после столь шокирующих событий заявила, что не представляет, как будет жить на этом свете после всех произошедших событий, а также, что никогда не сможет доверять молодым мужчинам. Стали известны подробности печальных событий и главный виновник всех неприятностей Лаймы Вайкуле. Следствие призналось, что долгое время шло по ложному следу. Они считали главными виновниками Лайму Вайкуле и ее коммерческого директора. В действительности все несчастье скрывалось в бывшей девушке Римаса, 22-летней Адели. Уже находясь в полиции, виновница всех бед сообщила полную картину трагедии. Еще весной этого года Лайма Вайкуле в ночном клубе Риги знакомится с молодым парнем по имени Римас. Певица воспылала страстью к молодому танцору, и у пары начались романтические отношения. Однако латвийская певица даже не подозревала, что у Римаса есть девушка, с которой он встречается 5 лет и готовится к свадьбе. Вайкуле теряет голову от любви и дарит своему парню дорогие подарки, автомобили и даже назначает его совладельцем собственного банка. Как рассказывает Адель, Римас относился к Вайкуле с большим уважением и просил ее помощи в раскрутке музыкальной карьеры. Адель призналась, что посоветовала своему парню жениться на Вайкуле, завладеть ее имуществом, а потом расправиться с ней. Однако все пошло не по плану. После того, как Вайкуле развелась с Андреем Латковским и вышла замуж за Римаса, произошло чрезвычайное событие. На третий день после свадьбы латвийская певица застает у себя дома Римаса с его бывшей девушкой. Как признается Адель, у Римаса не хватило духа расправиться с Лаймой Вайкуле. Он всего лишь оттолкнул ее. Но этого было вполне достаточно. Вайкуле упала с лестницы и получила тяжелые телесные повреждения. А дальше и вовсе последовала череда трагических событий. Римаса арестовали, а на следующий день повезли в банк, чтобы тот отказался от своей доли и вручил следствию финансовые документы. Ну а в банке происходит и вовсе неожиданное событие, которому до сих пор нет объяснения. Римас выхватывает оружие у одного из полицейских и совершает суицид. Стало известно и о главном преступлении Адели. После смерти Римаса в связи с брачным договором, заключенным между Вайкуле и 30-летним танцором, вся недвижимость, автомобили и денежные счета переходили родителям латвийского танцора. Однако и здесь произошло несчастье. 3 дня назад в бывшем особняке Лаймы Вайкуле трагически погибают родители Римаса. Накануне перед печальным событием они встречаются с Лаймой Вайкуле, ее коммерческим директором и бывшей девушкой их сына. Адель призналась, что была в очень хороших отношениях с родителями Римаса и прекрасно знала, что в их сейфе хранится крупная денежная сумма в валюте, вырученная от продажи недвижимости. По словам Адель, она заранее разработала этот план и попросила помощи у криминальных авторитетов, чтобы те расправились с родителями Римаса. Однако как раз в конечной точке преступления и вышла неувязка. Вероятно, Адель захотела обмануть криминальных личностей или заплатила им слишком мало, и они сдали девушку в полицию. Злодеяния, совершенные 22-летней Аделью, приравниваются к особо тяжким преступлениям и могут караться до 15 лет лишения свободы.